Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно читать ваши комментарии. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали буквально, наверное, пару раз, и с новым узорчиком. Итак, напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Я, в свою очередь, расскажу, особенно новичкам, о ниточках, с которыми они, возможно, еще не работали. Это у меня сегодня Alize Angora Gold. Называются они так. Моточки, получается, по 100 грамм. В моточке 550 метров. Так, цвет пока не забыла, назову. Цвет 180. Так. Идем дальше. По составу, что это за ниточки? 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от двоечки до четверочки. Я сегодня возьму крючок номер 3. Данную пряжу я вяжу крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Взяла специально для контраста такой вот желтый цвет крючка, чтобы вам было все понятно. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию к ней, какой вам рекомендуют брать крючок. Подбирайте под свою плотность, да, крючок, чтобы у вас все получилось. Ну и опять же, остановлюсь на том моменте, что не забывайте лайкать, оставлять комментарии и подписываться. На канале много новинок. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого это получается 33 воздушные петельки. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Напоминаю, что вы набираете свое количество петелек, какое вам удобно, да? Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Итак, мы шагаем с вами до конца ряда. В каждую петельку цепочки провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек в цепочке, которые вы набрали. То есть в моем случае, если я набрала 33 воздушные петельки, должно получиться 33 столбика с накидом. Да? Ну, у вас ваше количество. И не забывайте, что вот эти вот первые 3 петельки подъема мы считаем как имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков, 6 столбиков набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что это несложно, да? И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, мы делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 2 накида. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в четвертый столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. Стоп. То есть мы должны были провязать столбик с 2 накидами, но последние 2 петельки оставляем на крючке. Опять 2 накида. Сюда же в этот же столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. Стоп. Теперь у нас 3 петельки держим на крючке. 2 накида, опять возвращаемся сюда же, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. И вот когда у нас 4 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Вот такой вот интересный лепесточек получается. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Делаем 2 накида и сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем точно такой же лепесточек. Итак,
Столбик с 2 накидами не полностью, 2 петельки держим на крючке, 2 накида, сюда же нырнули, делаем точно так же со вторым столбиком, не полностью провязываем, держим на крючке, 2 накида и третий столбик провязываем не до конца. Когда у нас 4 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Оп, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять сюда же возвращаемся и делаем точно такой же третий лепесточек. 2 накида. Нырнули в этот же столбик, вытянули ниточку. 2 петельки. 2 петельки. Стоп. 2 накида. Сюда же вернулись. 2 петельки. 2 петельки. Стоп. 2 накида. И опять сюда же третий раз. Провязываем 2 петельки. 2 петельки. Стоп. 4 петельки на крючке. Провязываем их вместе и фиксируем. И у нас с вами получается вот такой вот мини-цветочек, да, из 3 лепесточков. Дальше смотрите, что делаем. Пропускаем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 столбик 2 накида. Вот верхушку 8 столбика ныряем и провязываем точно такие же 3 лепесточка. Понятно? То есть ничего сложного. Опять по 2 петельки не до конца. И еще раз по 2 петельки не до конца. Вот наши 3 неполных столбика с 2 накидами. Теперь провязываем 4 петельки вместе и 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда же давайте вместе провяжем второй лепесточек. 1, 2. Нырнули сюда же. 1, 2. И третий раз. 1, 2. Все вместе провязали 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И третий лепесточек сюда же. 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же 2 петельки, стоп. 4 петельки вместе и зафиксируем. И вот так вот вы шагаете на протяжении всего ряда. Так, получается, между нашими вот этими лепесточками вы здесь пропускаете 7 столбиков. То есть сейчас 7 столбиков пропустили, и в 8 опять делаете такой же, ну вот назовем трилистник. Угу. Договорились? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот такая красота получается. Вот такие вот трехлистники, да, в количестве 4 штук. И как мы заканчиваем ряд. То есть мы, получается, точно так же, как и в начале ряда, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот в третью петельку подъема делаем 2 накида. Аккуратненько ныряем в третью петельку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. Вы помните, мы в начале ряда делали 4, да, воздушные петельки подъема. Вот, все, ряд мы выровняли. Угу. Идем дальше. Для начала воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее мы ныряем вот в нашу первую арочку из 5 воздушных петелек, и в эту арочку провязываем 7 столбиков без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот мы арочку нашу обвязали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем в следующую арочку, где 5 воздушных петелек, и провязываем сюда тоже 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы наши арочки, видите, обвязали. И в центре вот такая вот будет большая арочка. Дальше что мы делаем? Там, где между лепесточками, да, между 2 лепесточками, вот здесь вот получается арочка, мы в нее ныряем, вытягиваем ниточку, и эту же ниточку сразу же провязываем через петельку на крючке. Вот такой вот соединительный столбик. Угу.
Дальше опять то же самое. Опять в арочку ныряем и провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Как только 7 столбиков без накида провязали, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся в следующую арочку. И в следующую арочку провязываем точно так же 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И помните, да, когда мы провязали вот эти две арочки, вот мы соединяем наши лепесточки, видите, лепесточки, нырнули между ними в арочку, вытянули ниточку, и эту же ниточку сразу же провязали через петельку на крючке, то есть это наш соединительный столбик. Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте в конце ряда встретимся. Угу. Так, смотрите, вот мы обвязали, получается, наши арочки, сделали еще дополнительно арочки, да, из воздушных петель. Как мы заканчиваем ряд? Помните, у нас здесь были 4 петельки подъема. Вот мы в четвертую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Все, ряд закончен. Далее 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь мы с вами провязываем точно такие же трилистники, только вот в эту арочку. 2 накида, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида, сюда же нырнули, провязали 2 петельки, стоп. И третий столбик точно так же формируем первый лепесточек. 4 петельки провязали вместе, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида, опять сюда же 2 петельки, стоп, 2 накида, сюда же 2 петельки, стоп, и третий столбик точно так же. Все. И опять наши петельки 4 вместе провязали, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида и делаем точно так же третий лепесточек. 2 и 3. И опять провязываем наши 4 петельки, фиксируем. Угу. Все. И получается, вы провязываете точно так же, как самый первый ряд. Единственное, что вот такую большую арочку. Понятно? Давайте до конца ряда. Я думаю, что вы справитесь. А в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, растет наша красота. Вспоминаем, как мы заканчиваем ряд. После третьего, получается, лепесточка мы делаем 2 накида. И вот в столбик без накида предыдущего ряда нырнули и провязали столбик с 2 накидами полностью. Все, вот выровняли, получается, высоту нашего ряда. Дальше воздушная петелька. Вспоминайте, сюда же столбик без накида. А теперь мы переключаемся в арочку, да? И там, где было 5 воздушных петелек, мы провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В следующую арочку переключаемся и точно так же провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И вот между лепесточками в арочку нырнули, вытянули ниточку, и эту же ниточку протянули через петельку на крючке, соединительный столбик. Все. То есть наш раппорт узорчика всего 2 ряда. Лепесточки и обвязка арочек. Лепесточки, обвязка арочек. Лепесточки, обвязка арочек и так далее. Схемами, к сожалению, нет. Ну, где-то она ходит, но как закон подлости, да, что когда понадобилось, не найдешь. Так вот, я думаю, что все понятно, все доступно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня красота получается. Красота, смотрите, вот такая вот двусторонняя. Выбирайте любую сторону, такая у вас будет сторона лицевой. В моем случае вот так тянется и вот так тянется. Это моя пряжа, да. Берете любую пряжу, так, пробуйте вязать из любой пряжи. Летние, это топики, маечки, демисезонная, интересные шарфики. Это могут быть различные накидки, палантины. Пробуйте вязать жилеточки, это зимняя пряжа. Точно так же пробуйте, вяжите. Интересно будет смотреться летние кардиганы, летние кофточки, да, вроде как бы и дырочатые такие, но в то же время очень оригинальные, в копилочку ваших узорчиков. Узорчик не новый, наверняка вы уже что-то им вязали, поэтому я жду ваших комментариев, что вы связали данным узорчиком. Подбрасывайте идейки новичкам, что можно связать. Вот здесь вот уже я как бы подготовилась, что, видите, не сделала по 5 воздушных петелек, арочек. Ну, как бы ряд заканчивается, да, то есть дальше, получается, можно провязать точно так же, как в начале, просто воздушными петельками, воздушные петельки обвязать столбиками с накидом. Если палантинчик, не забывайте по бокам добавлять еще столбики, да, ну, назовем их кромочные, чтобы как бы в рамочке палантинчик был. А также не забывайте крутить узорчик. То есть вы можете сделать его наоборот, перевернуть, да? Вы можете его сделать боком, почему бы и нет. Пробуйте, экспериментируйте, вы большие дизайнеры. Как вы сделаете, так и будет лучше всего. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Я набирала, получается, 33 воздушные петельки. Ну, допустим, вот моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок. У меня получается, смотрите, 20, ну, с половинкой, да. То есть 21 чуть-чуть не хватило. И тут у нас получается 2 рядочка, да, это раппорт узорчика. 2, 4, 6, 8. И самый первый это 9. Узорчик получается высокий, вяжется быстро. Смотрите, 13 сантиметров с хвостиком. Вы представляете, да? Здорово, здорово. То есть что-то интересненькое связать очень быстро свяжется. Как вам? Интересно? Вяжите секционной пряжи, из меланжевой пряжи, разные рядочки разной пряжи. То есть чтобы было такое интересненькое, веселенькое. Комбинируйте. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Делитесь с друзьями, подружками в соцсетях. И пока не забыла, хотела уточнить, если вы захотите сделать узорчик чуть поменьше, да, то столбики набирайте, естественно, поменьше. Не с двумя накидами, а с одним. Опять же, вот эти вот арочки можете тоже сделать поменьше. Не 5 воздушных петелек, например, а 3. Угу. В общем, как бы вы так вот пропорционально можете узорчик немножечко уменьшить, если вы считаете, что он сильно такой большой дырявчатый. Ну все, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.